Дорогие друзья, привет вам с завода, на котором делают замечательный чай, который называется люань-ча. Люань-ча – это особенный вид тоже чая, на который можно отнести условно к хайче, к чаю с сильной ферментацией, который технология производства похожа на хунаньскую хайчу, также на чай с гуанси любао. Это, пожалуй, самый малоизвестный сорт из подобного чая, который действительно мало того, что довольно редкий, но и делают его довольно мало где. Вот этот завод один из немногих, кто занимается производством этого чая, и даже их объемы, в общем-то, очень небольшие. Мы очень рады, что у нас получилось до сюда доехать, потому что нашли очень хороший чай, то есть мне очень понравилось этот. Мы уже раньше продавали люаньскую хайчу, но вот это вот понравилось даже чем-то побольше. У нас 4 конкретно сорта с этого производства, и еще один сорт от другого производителя, тоже местного. Чай 2015-2016 года, весь он упакован в такие замечательные корзиночки, это местная традиционная упаковка. Чай делится на разные категории, первая категория, вторая категория и самая высокая категория — это лучшее сырье, то есть почечное сырье, без палок, без веток. Такой чай он гораздо более ценен. У нас получается полная линейка этого чая. Наконец-то теперь у нас появилась уже на стабильной основе, напрямую от производителя. Мы очень рады начать сотрудничать с этим заводом. У этого чая еще довольно большое будущее, потому что его мало кто знает. И мы сейчас немного еще прогуляемся по заводу, я покажу, как его делают, в чем особенности. Сейчас здесь не самый активный сезон производства, когда делают упаковку в эти корзинки, а это осенью. Вот. Но сейчас делают полуфабрикат, из которого в дальнейшем уже будут делать упаковку. Но тем не менее, сейчас я покажу, как же выглядит производство этого чая, и еще немного о нем расскажу. На заводе по производству люань-ча сейчас самый сезон заготовки полуфабриката, из которого потом уже делают знаменитые люаньские корзиночки. Бан-чемпин, то есть полутовар, если дословно перевод, полуфабрикат, который уже позже, после того, как он немного, скажем так, полежит, уже его прессовывают в корзиночки. Сейчас как раз такой вечер, приехали все сборщики с гор, сдают сырье, там его взвешивают. Пойдем посмотрим. Вот сборщики выстроились в очередь. Сейчас это все даже спорили, кто первый будет сдавать сырье. Как раз по мешкам, то есть кто на чем приехал, кто пешком пришел с гор, кто мешок просто привез на мотоцикле, кто собрал несколько мешков, видимо, там от бабушек, которые сами не доехали до сюда. Так или иначе, тут почти весь регион обслуживает этот завод. Все стараются успеть быстрее, пока идет активная приемка сырья. В случае, если завод уже ему не нужно сырье, то приходится самим продавать либо сырье готовое, может быть даже дешевле, чем здесь завод примет, либо самим делать чай. У многих обычных крестьян нету просто никакого вообще оборудования для производства, и поэтому те, у кого нет своего завода, нет даже своего маленького какого-то производства, они сдают все на большой завод, который занимается, собственно, производством люань-ча. Это печка для хунгана, которая тоже топится дровами, потому что здесь, кстати, производство, хоть завод самый новый, построен недавно,
Но производство полностью традиционное. Здесь используется технология, которая уже так выверена веками. Топят местной сосной, местные некоторые лиственные дрова, причем видно, что дрова такие тоже вау, вот полежали какое-то время. Топит такую огромную печку, и там происходит стадия хунган, сушка. А здесь идет приемка сырья. Вот только что приемщик взвесил чай, отошел вот туда, сейчас он как раз возвращается. Он посмотрел внимательно на сырье, то есть что там крестьянин принес. Он сейчас снова сел обратно за стол. Он записывает, значит, сколько дзиней, отгружает, собственно, крестьянину чек, по которому он потом может отовариться финансами. Все описано, все учтено. Вот сейчас как раз больше кладет на весы свой чай. У него 2 мешка. Я думаю, навряд ли это он один собрал. Скорее всего, это вот их там семья собрала. Видишь, насколько там получается 43 дзиня. Интересно, сколько они за это получат. Даже стыдно говорить, сколько. Сейчас они пошли, значит, высыпать свой чай. И сейчас пойдет проверяющий смотреть, каково качество сбора сырья. Для производства люань-ча не такие строгие требования к сырью. Тоже есть, конечно, сорт градации, сортности, но для сырья 2-го сорта, 3-го сорта обычно берется и черенок тоже, ну, наподобие, так как у фэйча тоже. То есть, как бы здесь самое главное, он смотрит, чтобы было флеш, не было нижних листьев, не было какого-то мусора, и как бы был более-менее однородное сырье. Вот это самое основное. Но все равно требования не очень строгие. То есть, по сути, он так просто посмотрел, что да, ну, вроде нормально, и все. То есть, смотрел не настолько, как внимательно, как, например, приемщики, когда принимают сырье для почечного чая или для сырье, например, когда тельминский чай самый дорогой. Здесь все так более просто. После приемки сырье все сыпается сюда. Здесь происходит небольшое вейдяо, но практически так медлительно. То есть таким большим слоем просто сыпать сырье. И не дожидаясь вейдяо, они уже идут на обжарку. Здесь, кстати, только что стал свидетелем, как приемщик сырья ругался, значит, с крестьянином. Торговался, по сути, с ним, значит, да, чтобы меньше ему заплатить за сборку. Показывал ему плохой пример флеша. То есть здесь, когда это флеш, например, где видно, что уже была собрана первые 2 листа и почка, и, собственно, нижние 2 листа, черенок, это вот такой черенок в его мешке. Да он ему объяснял, что типа, что за безобразие, типа, такого нам не надо. Еще показывал, когда слишком длинный черенок был собран. Надо сказать, что так, это, скорее всего, для красоты. Он просто показывал свою заинтересованность, чтобы уже не приносили вообще, что попало. Но в целом, как я уже говорил, требования к хэйче, требования к люань-ча, к сырью гораздо ниже, естественно, чем какому-нибудь маофену или тиминскому красному или каким-то другим чаям, для производства которых используется 2 листа и 1 почка. Здесь флеш длинная, вот, причем позже сбор еще более длинный флеш берется. После того, как сырье принято, немножко полежало, после этого идет прожарка. 2 огромные котла, топятся, кстати, они дровами, это никакие не электрические котлы. Топятся дровами, идет прожарка какое-то время. После того, как прожарка завершена, идет следующая стадия жоунен или сминание. Вот на этих 4 станках происходит сминание, самые обычные станки для жоунен. Но что мне понравилось, здесь внутри такие вот деревянные вставочки. Я спросил владельца завода, зачем, он говорит, так, говорит, лучше аромат получается. То есть, когда меньше контакт с остальными элементами, получается вкуснее чай, как он сказал, да. Если так очень упростить. В общем, здесь идет стандартное сминание по длительности около 20-30 минут. В принципе, похожая стадия происходит, наверное, при производстве того же красного чая. После сминания уже чай, значит, прогоняется через машину, разбивает сырье, и происходит стадия хунган. Финальная сушка, но такая, она в данном случае не финальная, потому что здесь делается не очень сильный хунган, здесь делается такой полухунган. Получается так называемый бан-чемпин, то есть полуфабрикат, который же в дальнейшем упаковывают в корзиночки. Вот такие вот корзины стоят под каждым из, значит, машин для сминания. После того, как сырье готово, значит, рабочий идет и отвозит его вот сюда. Это сырье уже готово к дальнейшей обработке. При помощи этой машины оно разбивается, для того, чтобы не было таких комочков, чтобы она была не слишком спрессована. И после этого загружается уже в машину хунган, которая тоже топится дровами. Вот. И после того, как все готово, вот, собственно, готовы 2 кучи полуфабриката. Этот чай потом складывается в мешки и какое-то время лежит, немножко доходит. После этого уже идет упаковка. Теперь пойдем туда, выше, где упаковка. Этот цех сейчас не в работе, потому что еще не готово сырье. Здесь стандартные сортировочные машины, которые разделяют сырье по градации. Пыль вообще выбрасывается. Средняя категория, значит, первая категория, ED, HD, то есть первая, вторая. И здесь тоже, собственно, сортировка сырья, которая потом в дальнейшем уже идет на упаковку. Вот за этими столами происходит ручная сортировка сырья. После того, как оно сортировано машинами, обязательно все равно еще вручную дополнительно очищается от лишнего мусора, от каких-то там хуанбена, какого-то некрасивого листа, и ну, все, что не годится при хорошего чая. Кстати, отдельно хотел сказать, многие видели на китайских заводах
то, что, значит, чай лежит на полу, особенно когда свежий, только что принесенный лист, там на полу, как же так, нечисто. Но при этом, например, никого не смущает, потому что, например, та же картошка, которую тоже очень кушают, точно так же на овощехранилищах лежат на полу, там все ходят, ее перегружают, значит, в мешках, без мешков, просто на улице, еще как-то. Ну, то есть, как бы это никого не пугает. Что любой продукт питания, он, когда первичный, он всегда может находиться в не очень стерильных условиях, но в дальнейшем за счет длительной переработки термической, за счет очистки вручную, машинным образом, чай уже не имеет, естественно, никаких даже малейших последствий первичного хранения. Чай уже становится чистым, аккуратным и готовым к упаковке. Вот эти вот 4 топки – это топки котлов, в которые наливается вода, над которыми размокает полуфабрикат перед упаковкой в корзинки. Сейчас мы посмотрим, как выглядит цех. Что особо важно, многие видели на производстве чая пуэр, всегда используются такие машины, которые дают горячий воздух под давлением, влажный. Вот таким образом чай размокает, его потом прессуют в блины. Здесь же полностью ручная технология. Кстати, подобную технологию мы видели, когда котел купить, потом этим паром распаривается чай. Подобную технологию мы видели по производстве пуэра в бамбуке, домашнем таком производстве. А здесь тоже самая технология сделана уже более масштабно. То есть, казалось бы, такой древний способ, но используется на большом заводе. То есть топится дровами, вода в котлах кипит, и на ней чай размокает. Пойдем посмотрим, как выглядит эта процедура, но сейчас цех, надо сказать, не в работе. Вот так выглядят эти котлы. У них есть такая еще крышка. Внутри на котле вот такая вот решетка. На решетку ставится чай, для того, чтобы он мог разбухнуть в форме. И потом вот на этом вот столе прессуется. Но так как сейчас у нас не сезон, сейчас делается сезон производства полуфабриката. Прессовка, как я говорил, уже производится осенью. Она есть, может, потом позже еще окажется на заводе. Посмотрим, как она делается. Но она делается вот в этом цехе, описанным мной способом. Самая финальная стадия, после того, как чай упакован в корзинке, делается финальная сушка. Это аналогично тоже с производством пуэра. После прессовки такой он еще влажный, сначала немножко лежит, подсохнет, а потом уже сушится либо в сушильном шкафу, либо так называемый дижанда, способ сушки, то есть природный, когда, например, для шен-пуэров просто он лежит и сохнет. Здесь при производстве люань-ча сушка производится похожим способом, как хунбэй немного. Здесь такая очень большая емкость, похожая на бассейн. Внутри много таких луночек, в которые засыпаются угли. И сверху на таком довольно большом расстоянии от этих, значит, лунок ставятся корзинки, расставляются. Здесь, собственно, происходит финальная сушка. И именно как раз благодаря вот этой финальной сушке, это очень важная стадия. Также, насколько важна, например, эта стадия при производстве тех же ушанских улунов, когда последний хунбэй, в общем-то, мастер, который умеет делать хорошо хунбэй, он самый ценный мастер. Здесь то же самое. Здесь, во-первых, выбирают уголь, специальный, хороших пород деревьев. Потом, значит, следят очень важно за этой стадией. И после этого как раз и получается тот самый аромат у хорошего люань-ча. И именно благодаря вот этой финальной стадии у люань-ча получается такой вот немножко дымный аромат. На втором этаже производства большой склад упаковки. Уже готовый полуфабрикат, сплетенные корзинки, упаковка из листьев бамбука. Причем все это полностью ручная работа, и корзинки продаются вручную, и листики сушатся и соединяются маленькими жгутиками бамбука вручную. Получается вот такой вот лист, который состоит из нескольких листочков бамбука, который укладывается внутрь корзинки, и потом туда уже упрессовывается чай. То есть вот так это выглядит. Здесь очень большое количество заготовок, целый склад и также много корзинок. Причем корзинки двух типов. Самая распространенная упаковка люань-ча, корзинка на день на 500 грамм и корзинка на полдень на 250 грамм, которые в дальнейшем уже упаковываются в большие корзины. И сейчас мы посмотрим, как же хранится настоящий люань-ча. А вот так выглядит склад завода. Здесь уже корзиночки уже упакованы в такие большие, еще большего размера корзинки, которые еще дополнительно стянуты. Подписано, собственно, какой год, какой сорт. Здесь склад довольно большой, здесь несколько тонн сырья хранится. Сортов здесь не очень много, у них около 8 наименований всего продукции, так как делают не очень большой объем производства, несмотря на то, что завод довольно большой, у них он, в принципе, распродается. Самой большой популярностью этот чай пользуется в Гуанчжоу и вообще вот в Гуандуне, потому что там любят именно такой вкус. Как раз недаром там рядом находится как раз и Гуанси, где тоже делают похожий чай. Конечно, отличается местный чай по вкусу довольно сильно от гуандунского. Это чай из Гуанси имеет свои особенности, но насчет хранения, в принципе, очень похоже на сухой склад той же Юнани, то есть здесь темно, никакого
дополнительного увлажнения, то есть наоборот не стараются осушить. Здесь довольно толстые такие бетонные стены для того, чтобы летом помещение не успевало прогреваться. Здесь немного есть вентиляции, довольно маленькое окно, и вот очень такая старается поддерживать атмосферу автономную, то есть он закрывается и не держится закрытым для того, чтобы чай не терял аромат, для того, чтобы чай правильно хранился, правильно выдерживался. Вот. Тоже, кстати, владелец завода он сказал, что любит гораздо больше именно чай своего хранения, сухого хранения, а не хранения гуанчжоуского, потому что там очень много влаги во вкусе чая, и, пожалуй, я здесь его поддержу. То есть чай, который здесь у него был выдержан, мы пили здесь и лао чай у него есть, он действительно довольно достойный, и вкус напоминает как вот выдержанный хороший ШНПР. Не в плане сравнения похожести самого вкуса, а именно в плане ощущения от чая, то, что он как бы не имеет влаги во вкусе. То есть именно сухое хранение, оно, пожалуй, для ливан-ча тоже, мне кажется, более интересным. И чай более такой зрелый, более плотный, более богатый в плане аромата. И нет каких-то посторонних нот, которые нарушают эту вот игру аромата старого чая. А в этом помещении плетутся те самые корзины. Причем здесь плетутся именно большие корзины для упаковки маленьких корзиночек. Маленькие корзиночки плетут крестьяне на дому и сдают на производство. А здесь, собственно, плетут большие для того, чтобы уже потом упаковывать. Действительно, вот такой вот полуфабрикат, готовая корзина. Потом маленькие корзинки упаковываются, и она уже плетется вместе с ними. Вот все это такие тонко нарезанные прутья из ствола бамбука. И получается вот такие вот изделия. Все делается полностью вручную трудолюбивыми местными жителями.